Всем привет, ребят! Решил что-то сегодня покататься, давно уже не катался, да и давно что-то уже в последнее время что-то меньше и меньше желания кататься, видимо, в этом году перекатал, да и погода у нас в Казани не очень. Вот, хотел сегодня выехать и заснять обзорчик своего электровелосипеда, уж я с язык не поворачиваю сказать, электромопеда. Его так называю, вроде не велосипед, вроде не мотоцикл. Так вот, я живу в старом жилфонде и также хотел показать, как я его отсюда спускаю, потому что у меня лифты маленькие, в лифт он не влезает. Даже стаймя, получается, либо сиденье выпирает, либо руль не умещается. Короче, лифт не вариант. Второй лифт такой же. Остается только лестницы. И вот хотел бы показать, как это я вообще делаю. Вот еще тут оставили стол, он мне мешает. Ну, я, конечно, тут сейчас норовился. Кстати, спускать, мне кажется, почему-то тяжелее. И мой байк весит 70 килограмм. Он тяжелее меня на 16 килограмм, получается. Я вешу 86. Вот эти все следы на стене, это мои следы. Следы, точнее, от моего байка. Так, разворачиваю. Надеюсь, камеры что-то было видно. Оп! Кто-то в телефоне что-то мне пишет. Еще один пролет остается. Ну, благо мне третий этаж. И мне это не так тяжело сделать. А если кто-то живет там в пятом, шестом, седьмом, даже как алмаз на 9 этаже, это уже проблема. В принципе, все. Сколько заняло? Минуты 2. Ну и поднимаюсь также. Может, также засниму. Ну что, давайте я расскажу про свой электробайк. Вроде как-то мопед. Электробайк, мопед. Я обещал даже снять обзор. На данный момент у меня обычный велокомпьютер стоит 5412 километров. И это с учетом, что я его как бы весной начал уже катать. Из-за этого пробега у меня получается 2200, это поездка в Краснодар до Сочей. Вот. Ну и технические характеристики тут вы уже, наверное, знаете. Мотор Quanshun 205, мамотка тяговая 5T, аккумулятор на 4300 ватт-часов вроде. Это каттл призматики такие большие, квадратные. Получается 72 вольта, 60 ампер. То есть максимальный вольтаж 84 вольта. Вот. Рама у меня Горизонт Пермь. Вот такой даже шильдик есть. 19 мотоколеса. Обычно велотормоза. Спереди стоит Магура. С рекуперацией хватает. Спереди вилка у меня Вулкана, ДНМ Вулкана. Сзади стояла ДНМ УСД-8, но ее было мало. Особенно с грузом, так как я гоняю на дальнее расстояние с 20-килограммовым баулом, и меня пробивало его на ямах. Ну, вот, общий вес 70 килограмм, как я уже говорил. Вот. Свет, 2 фонарика. Ну, светит не очень, кстати. Мне не нравится. Вот так колхозным способом вывел зарядник телефона. Шнур тянется сюда, и вот здесь заряд на этот разъем. Вот. Что я хотел сказать, еще акцентировать, основной вопрос, сколько жрет, сколько едет, сколько жрет. Вот. Максималка у меня получается в районе 80 км в час на полном заряде. К концу заряда падает до 68 км в час. Вот. Сколько жрет? Если ездить газ в пол, то есть я вот пробовал несколько раз, мне удавалось проезжать на одном заряде 100 километров. Ну, еще оставалось там сколько-то процентов. Вот. И если ехать со скоростью 50-60 км в час, то получается пробег где-то в среднем где-то 150 километров. Ну,
Это зависит все, вы знаете, от рельефа местности, от встречного ветра и так далее. Вот. Кстати, режим газ-пол получается, ну, как я говорил, максималка это 78 км в час. К концу заряда он падает до 68 км в час. В основном езжу на настройках где-то в районе 4 киловатт. Для меня это хватает. В потоке никому, как бы, основным машинам не уступаю. Светофоры берет хорошо. А если настроить на 10 киловатт или на 7 киловатт, то вообще получается резкий подрыв. Прямо он хорошо стартует, приятно. Вот. Ну, что еще могу сказать? Если кому-то что-то интересно, пишите, я дополню. Ну, как бы тут все просто. Мотор, колесо, аккумулятор. Контроллер. Контроллер Kelly 7218. Он может мотор, колесо влить до 200 ампер. Это где-то в районе 14 киловатт. Но по факту больше 10 киловатт не получается, потому что физически столько энергии, мощность некуда влить. То есть, если только за собой КамАЗ тягать в гору, наверное, получится 14 киловатт взять. Ну, как бы, не знаю. У меня получалось 10 киловатт зафиксировать. Возможно, еще сейчас попробую замерить на разгон от 0 до 50 и от 0 до 70. Так. Прежде чем замер скорости сделать, надо сначала настроить контроллер. Заходим на... Так, это у меня BMS, это не нужно. На контроллер. Для этого надо включить Bluetooth. Теперь все. Заходим в настройки. Ставим здесь 100%, а здесь 50. Батарея на 50, это 100. Все. И сохраняем. Ну что, попробуем замерить скорость. Чуть-чуть в горочку сейчас, под горочку точнее. И потом в горочку проверим. Погнали. Так, результаты заезда. Так, получается 50 км в час 5 секунд, 70 км в час 8 секунд. Сейчас попробуем горочку, какой результат будет. Посмотрим. Кстати, надо сначала удалить результат, то по-другому не почему-то. Так, погнали. Ну да, горочка я уже вижу на секунду больше. Получается от 0 до 56 секунд, от 0 до 79 секунд. Ну, в принципе, я думаю, неплохой результат. Ну что, в принципе, сейчас хочу прокатиться по этой дороге. Да, откуда она идет, да, откуда ее построили. Ну и все. Дорога закончилась. А вот, не знаю, камера передает, не передает, куда она будет уходить дальше. Это у нас как бы район Горки называется, или Азин даже здесь. Там поселок Вознесение. И дальше уже М7. Кстати, наверное, камера не зафиксирует. Там вдалеке воздушный шар летает. У нас в наших краях это редкость. Я ни разу не видел. Ну что, получились вот такие результаты. Я думаю, для повседневки байк получился неплохой. Как бы соотношение, я хотел сделать соотношение вес, скорость и дальность. Наверное, это у меня получилось. И как бы сохранил педали при этом. Но на следующий год у меня, конечно, планы великие. Не знаю, пока вперед не буду заглядывать. Не знаю, как получится, не получится, потому что, сами знаете, сейчас вообще как бы в мире какая ситуация, все как бы резко меняется.
вроде одно, потом второе, а может и третье будет. Как бы тут, к сожалению, сейчас никто ничего не сказать не может. Вот, великом очень, мопедом, еще раз хочу его все-таки великом обозвать, но он, наверное, обижается, но все-таки это мопед получился у меня. Как бы аналог советских Карпат, Рик, как бы тут единственный электромотор. Там педали нужны были для запуска мотора, а тут, ну, чисто докатить, если сядет аккумулятор. Ну, кстати, за 5500 километров один раз у меня была такая ситуация, когда у меня сел аккумулятор. Я 3 километра педалил педалями. В принципе, вот по такой ровной территории 20 км в час можно спокойно ехать. Вот такой получился байк, такое получилось видео. Если у вас есть или у тебя есть вопросы по этому байку, пишите, я с удовольствием отвечу. Если кто-то надумал собрать такой себе, пишите, я вам помогу. Правда, на сегодняшний день такое удовольствие, конечно, не дешево получается. Но зато эмоции, знаете, это не объяснить словами, это надо покататься. Я ездил на мотоциклах, ну, не знаю, электробайк это что-то другое. Ты на электробайке ощущаешь свободу. Не знаю, почему так вот. Возможно, мы русский человек так устроен, да, то есть ты ездишь как бы бесплатно, да, и это тебя очень радует. Возможно, поэтому электробайк для нас, вот в России, для людей приносит очень много радостей. Всем пока.